Меня зовут Владимир Иваш, и этот влог, как и предыдущий, будет в развлекательно-обучающем формате. В этом влоге я буду рассказывать о своей очередной свадьбе в Италии. Если вы видели мои фотографии с Индии, вот это те же ребята, только у них еще одна свадьба в Италии. Свадьба проходила в небольшом, но уютном городке Терamo. Does Eleonora is ready? Oh, eat? Yeah. You want us to eat? Oh, thank you. Can you see Eleonora? Мне было довольно необычно видеть ее в классическом свадебном платье, так как я очень привык к ней в индийском образе. Нас очень вкусно накормили домашней пиццей, и желание работать появилось еще больше. К технике отношусь очень спокойно, никогда не ношу задних крышек, так как если нужно быстро поменять объектив, это просто неудобно и занимает лишнее время, которое на съемках и так мало. Это, наверное, самое долгое утро невесты, которое я помню. На мейк и прическу ушло где-то 2 часа, и начали мы в 3:30 дня. А в это время Богдан и второй оператор снимали утро жениха. Ужасно мешает. Ребят, постоянно нужно следить за фоном и следить за тем, что лишнее в кадре. Потому что позже это будет очень тяжело убрать. Невеста, которая работает в Гуччи, не захочет, чтобы у нее в кадре были какие-то прищепки на фоне. No, it's nice, it's perfect. Yeah. But it's a little hairy, but it's okay. Букет весил примерно 5 килограмм. Это, очень неудобно и утомительно для невесты таскать такую тяжесть целый день. Так что по возможности советуйте невесте, чтобы ей делали букет как можно легче. Ребята, вот обратите внимание, вот именно на невесту сейчас падает очень хороший свет. И теоретически портреты можно снимать даже при таком свете. Все эти свадебные ритуалы с одеванием невесты тянулись целую вечность, а снимать по сути было нечего. Часто снимаю через фоту, так как могу за счет нее подчеркнуть нежность крупных планов, что для портретов невесты очень классно. Да. Поскольку я поставил себе цель сделать пару фэшн-портретов, их лучше делать на жестком свете, но и модель должна выдавать нужные эмоции, чтобы была гармония и чувство идеи фотографии. Не знаю почему, но невесте было как-то тяжело или лень фотографироваться, но факт в том, что вы должны отдать желаемый результат, и клиент этого ожидает. И конкретно в этот момент я просто просил, заставлял и мучил ее, чтобы сделать нужные мне кадры. Don't look at me, look at her. Часто делаю эмоциональные портреты с подружками невесты, с ее родителями, потому что люблю искренние снимки молодоженов с близкими людьми. Please. Ella, relax. Relax. Smile a little. Close your eyes. Can you take Ella like under the hands? Yeah. Пока все выглядят хорошо и свежо, лучше это делать при первой попавшейся возможности. Yeah, like this. It's super cool. And close your eyes, enjoy, Ella. Yeah, it's cool. Yeah. Enjoy, guys. Big family, big love. Yeah, it's cool. В церковь еле-еле успели, так как нас никто не подождал, и мы ехали по GPS. Приехали уже тогда, когда молодожены заходили в церковь. Хорошо, что мой второй фотограф уже был там и снял момент, когда папа ведет невесту с переднего плана. Мне реально понравился момент, когда молодожены вышли из церкви и их начали все поздравлять. В эти моменты можно снять кучу классных кадров и эмоций. Постановочная фотосессия в Италии никому не нужна, никто никуда не спешит. Все нормально, все общаются. Будем надеяться, что мы поедем поснимать какие-то портреты.
Наконец получилось всех разогнать, и запланированная фотосессия с машиной началась. Вот здесь уже должны включаться вы и предлагать вашу режиссуру и творческое видение. В постановочной части съемки вы должны говорить моделям, что они должны работать в одной плоскости, не прятать головы друг за друга, работать руками, что будет усиливать их нежность. Делайте всегда какой-то экшен, предлагайте, возможно, на первый взгляд что-то глупое. Именно это, как показывает моя практика, дает шаг к чему-то стоящему. Очень люблю снимать в контровом свете. Солнце добавляет снимку какой-то особой радости и нежности. Также такой свет можно использовать и для более атмосферных и серьезных кадров. Расставляйте модели по планам, не снимайте их все время вместе, это скучно, и шанс интересных кадров совсем маленький. Обязательно снимайте в разных местах, это разнообразит серии и даст толчок новым идеям. Пейзажные снимки — это всегда красиво, но в реале бегать, ходить или просто стоять на каблуках в поле безумно тяжело. Кадры в поле хорошо снимать на 85 мм, чтобы показать перспективу, на 45 мм full shift, чтобы показать атмосферу, и на 24, чтобы показать пейзаж и драйв. Look at her. Can you run to her? Run, just run. Я очень люблю снимать кадры, когда молодожены бегут за руки в профиль. Но фишка таких кадров как раз в том, чтобы кто-то бежал сильно впереди, а кто-то больше сзади. Друзья, если вам было полезно и интересно, тогда подписывайтесь на мой YouTube канал и рассказывайте обо мне друзьям. Пока!